Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Недра в обмен на оружие. Что на самом деле нужно Трампу и чем может, собственно, торговать с Вашингтоном наш уважаемый в кавычках Киев? Трамп озвучил новые условия. Мы хотим гарантии по редкоземельным металлам. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них есть большие запасы редкоземельных металлов. Я ищу гарантии по редкоземельным металлам. Они готовы их дать. Владимир, тут вопрос назревает, а не получается ли то, что Владимир Зеленский обещает то, что не может дать, а товарищ Трамп знает, что ему не могут дать то, что обещают? В принципе, чем богата Украина и почему они это сами не могут разрабатывать? Прежде всего, начнем с того, чем богат Трамп. Трамп богат умением делать громкие заявления, резкие, феерические. Другое дело, что зачастую за этими заявлениями нет какой-то стратегии, нет какой-то жесткой платформы, на которой базируются эти заявления. Поэтому, собственно говоря, это может быть такой своего рода пиар, который потрясает собеседников, но, наверное, не потрясает экономику. Потому что дело в том, что действительно часть, причем существенная часть того, что может обещать Зеленский Трампу, она Зеленскому, а также украинским компаниям уже не принадлежит. Причем в данном случае я говорю не только о моменте, связанном с СВО и тем, что российские войска берут под контроль все больше и больше территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, где находятся эти месторождения. Собственно, распродажа украинских ценных активов в виде газа, сланцевой нефти, редкоземельных металлов, она началась задолго до начала СВО. И если покопаться в структуре собственности на многие месторождения, которыми, собственно, так вот сейчас банкует Зеленский, то выяснится, что существенная часть из них, она уже не находится во владении ни украинского государства, ни украинских компаний. Речь идет не только, скажем, о каких-то полезных ископаемых, а о самой земле как почве, потому что, например, порядка где-то, наверное, 17 миллионов гектаров украинской земли уже принадлежит зарубежным компаниям, которые занимаются производством продуктов питания, причем компании это американские, в основном это вот Монсанто, Дюпон, Карджил и так далее. А что касается полезных ископаемых, вот опять же, если вспомнить историю со сланцевой нефтью Украины, то, собственно, тогда компания Бурисма, которая явно не является украинской, собственно, уже тогда пыталась наложить лапу на эти месторождения. Что касается вот этого литиевого актива месторождения, где содержится столько лития, что, как оценивали, кстати, владеющие правами на разработку этого месторождения австралийские компании, они примерно оценили объемы запасов лития в этом месторождении, так, что вот Европе хватит на энергопереход где-то года до 2050-го. А что касается текущей ситуации, что называется, на земле, на фронте, то из тех месторождений и тех полезных ископаемых, которые предлагает Зеленский США, соответственно, газовые месторождения, где-то порядка 20% газовых запасов уже находятся на территории подконтрольной России. Порядка 10% нефтяных запасов, как бы они малы не были на Украине, они тоже находятся под российским контролем. Что же касается редкоземельных и металлов в целом, то это где-то до 20-30% находятся на российской территории. То есть Зеленскому, в принципе, есть еще чем торговать, потому что вот с учетом названных цифр, в принципе, есть что предложить. Но проблема заключается в том, что когда мы говорим о том, что Украина обладает запасами различных полезных ископаемых, которые можно реализовать, и вот называем вот эти проценты, так или иначе речь все равно идет о том, что эти запасы не так уж и велики, во-первых, а во-вторых, их разработка сопряжена с большими экономическими затратами. Даже вот это вот месторождение литиевое, его будет разрабатывать достаточно трудно, потому что там сложные геологические структуры залегания этих запасов.
запасов. То есть, ну, придется потратить достаточно много сил, времени и средств для того, чтобы это разрабатывать. Ну, а что касается заявлений о обмене этих запасов на оружие, на там, финансы, какую-то финансовую там, и военную помощь, то ну, Зеленский же не обладает геологической информацией о том, что находится под землей, в каком оно состоянии, разведано, не разведано, имеет ли экономический смысл это добывать. Ну и Трамп, естественно, тоже. Поэтому такой обмен реверансами на высшем уровне. Ну и опять же, под это дело можно, в принципе, найти инвестиции, создать какой-то фонд, а в этот фонд привлечь какие-то средства, выпустить какие-то ценные бумаги. То есть даже из этих заявлений можно, в принципе, сделать какие-то деньги. Ну а Трамп известен тем, что, в принципе, из любой пиар-акции он хорошо умеет делать деньги. Есть еще вот такой вот вопрос. Есть как бы потенциальные запасы, есть подтвержденные запасы, но у всего есть рентабельность. А вообще смысл-то есть что-то добывать на Украине, если там всего так ну, достаточно, и это все такое интересное, почему они, собственно, с 90-х годов в основном скатились до аграрного государства и черных металлов? Они добывали литий и не обеспечивали себе энергопереход. Они даже не смогли стать независимы по газу. Смысл-то есть это добывать? Что касается смысла и рентабельности, то Украина, в принципе, до какого-то момента почти обеспечивала себя газом, потому что Украина, ну, в лучшие времена добывала около 20 миллиардов кубометров газа, что, в общем, было как бы вполне достаточно для этой страны. Ну, со временем, конечно, добыча на многих месторождениях стала переходить в категорию падающей, запасы там, прямо скажем, не колоссальные. Ну, плюс ко всему, вот этот вот экономический стиль работы украинских олигархов, направленный не на инвестирование в страну, а в зарабатывание и вывод капитала за рубеж, ну, вот, собственно говоря, он привел к тому, что Украина, дай бог, добывает сейчас где-то около миллионов, наверное, 10, а то и меньше. Поэтому вкладываться в развитие украинской газодобычи чисто теоретически можно, но это будет такой, ну, условно говоря, ну, достаточно затратный, но в целом ну, местечковый проект для обеспечения, наверное, внутренних потребностей государства, но не более того. Ну и, кстати, должен сказать, что немалые запасы украинского газа сосредоточены там, куда, в общем, как бы добираться теперь тяжело. Это шельф Черного моря, который находится под российским контролем, поэтому, ну, тут вряд ли. Что касается нефти, то Украина никогда не славилась большими объемами ни добычи, ни запасов, поэтому здесь, наверное, не имеет смысла даже о чем-то говорить. Вот есть месторождение сланцевой нефти, и у некоторых российских компаний даже был ну, такой подход к снаряду, что называется, и попытки разрабатывать в 2000-х годах. Но не пошло, потому что на тот момент инвестиции были достаточно большие. Технологий, тех, которые есть сейчас, добычи сланцевой нефти, на тот момент еще не было, или они были, но были достаточно дороги, не отработаны, как бы не применялись массово. На тот момент технологии добычи сланцевой нефти были не настолько отработаны, не применялись массово, поэтому ну, вот, на тот момент не взлетело. Сейчас возможно, но опять же это находится уже на территории Донецкой Народной Республики, поэтому Украина это вряд ли сможет разрабатывать. Что касается металлургии, то да, запасы по металлам там в принципе есть, разрабатывать их можно, но опять же для этого нужна какая-то рачительность и стремление развивать страну, а не выкачивать из нее ресурсы и отправлять их за рубеж. Ну и, собственно, Украина всегда славилась своим углем. Запасы угля здесь велики, здесь производятся качественные угли, в том числе и коксующиеся. Но, опять же, в основном сейчас все эти запасы находятся на территории ДНР, ЛНР, а одна из крупнейших шахт с коксующимся углем, которая находится в Покровске, сейчас она уже не работает, потому что она находится фактически на линии боевого соприкосновения. Ну, опять же, была информация о том, что то ли ВСУ, то ли владельцы шахты подорвали часть ее инфраструктуры для того, чтобы она не досталась русским. Ну вот, когда, видимо, Покровск будет взят российскими войсками,
и шахта будет находиться в безопасности, начнется процесс восстановления, потому что это действительно ценный актив. Что же касается всего остального, ну, соответственно, видимо, принимать решения по экономической эффективности этих разработок будет уже не украинское государство, не украинские, не западные хозяева. Просто, в принципе-то, литий есть в том числе и в Латинской Америке. Там же есть железо. По количеству и качеству угля Соединенные Штаты сами могут дать фору Украине. И, в принципе, есть что-то интересное для Соединенных Штатов в плане получения с территории Украины, чтобы это было финансово обосновано. То есть с континента вести на свой материк. Смысл-то есть что-то тащить? Или там можно просто какую-то разовую акцию по обогащению США провести? В данном случае, с учетом действительно несопоставимости объемов запасов и экономической эффективности разработки украинских месторождений, это может быть интересно только в том случае, если это будет отдано за даром. Ну, в таком случае, наверное, да, как актив, который, соответственно, может иметь некоторую ценность хотя бы в силу своего, что называется, наличия, потому что многие компании ставят на баланс какие-то запасы, в связи с этим объем их запасов увеличивается, это позволяет там как бы увеличить стоимость самой компании, выпускать какие-то более дорогие, там, более обеспеченные ценные бумаги и так далее. Ну, а что касается действительно сравнения по эффективности разработки, а также объема этих запасов там, с такими лидерами по редкоземельным металлам и по тому же литию, как страны Латинской Америки, ну, сравнивать здесь бессмысленно. Повторюсь, это будет эффективно только в том случае, если это отдадут просто вот за даром. Тогда да. Такой вопрос. Очень часто звучат доводы о том, что украинские полезные ископаемые надо забирать, чтобы они не достались Российской Федерации и не достались Китаю. А Китай вообще проявлял интерес к этим залежам или нет? Я ни разу не слышал, чтобы китайские компании проявляли интерес к каким-то украинским запасам. Ну, для них это экономически нецелесообразно, потому что Китай не стремится развивать добычные проекты на территории каких-то государств для того, чтобы обогащать эти государства. То есть, соответственно, все ресурсы, которые добывает Китай, все проекты, в которых участвует Китай, они направлены на то, чтобы ресурсы поставлялись именно в Китай. Это основная задача. Ну, оттащить там вот эти вот небольшие достаточно объемы газа, нефти в Китае совершенно бессмысленно. Логистика угля с там, Донбасса там, или с Украины куда-то в Китай, ну, это уголь будет, в общем, золотой, а у Китая есть своя добыча, во-первых, а во-вторых, ну, естественно, везти уголь из Австралии в Китай значительно дешевле, чем с Украины. Поэтому Китай вряд ли будет инвестировать что-то в украинские активы. То есть это может быть интересно только, собственно, в России, которая уже контролирует эти территории. Ну, собственно говоря, самому Донбассу для того, чтобы, во-первых, снабжать себя какими-то ресурсами, а во-вторых, действительно организовать какой-то экспорт, который поддержит экономику этих республик. Ну, а что касается США, вот здесь единственный вариант забрать за даром и получить это как некий актив, который может повысить некую стоимость тех компаний, которые будут этим владеть. Ну и плюс ко всему, тут действительно возникает вопрос, в украинский проект вложено уже столько средств и непосредственно в виде денег и в виде поставок оружия, должны же они как-то за это расплатиться. Спасибо большое за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.